3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2. Простите, у вас можно тут приземлиться? Нет, нельзя. Всем привет, дорогие друзья! Вот такой сегодня у меня камень будет в работе. Это содолит, и я немного почитала про этот камень. Мне интересно стало название, почему так называется. Потому что содержит натрий этот камень. Он вулканического происхождения и добывается во многих странах. Оказывается, в Бразилии самый красивый добывается камень. Интересно посмотреть на этот красивый камень. Но и добывается, конечно, и у нас в России, на Камчатке, на Урале. И еще интересно мне было почитать целебные свойства. И больше всего мне понравилось, у кого избыточный вес или просто пытается кто-то похудеть, и он, этот камень, снижает аппетит. Надо, наверное, носить и испытать уже на себе, помогает или не помогает. Мне это больше всего понравилось. Ну и сегодня я решила с ним поработать. Долго я к нему не могла подойти, не знала с какой стороны, потому что такой серьезный цвет, темный. Не знала, как его и чем разбавить, так как если делать из него и ничего не добавлять, такой мрачный цвет, хотя синий, красивый, насыщенный цвет, но и черного здесь достаточно много. Но и есть белые вот такие полосочки. Они меня и подкупили. Мне они, вот такие бусины, очень нравятся. Посмотрите. Вот именно вот с такими полосочками. И у меня 10 и 8 миллиметров. Да, еще я покупала вот такой пончик. По-моему, 3 сантиметра. Да, 3 сантиметра. Я думала, что его обошью бисером. Ну, а потом подумала, зачем это делать, закрывать всю красоту. Здесь тоже белые вкрапления, как видите, есть. И черные вот с этой стороны. Но на камеру больше выражено, как вы видите, черные такие вкрапления. На самом деле они не так выражены, черный цвет здесь. Потом уже я решила оставить пончик в таком состоянии, но как его подвесить? Я в одном магазине на сайте Алиэкспресс нашла вот такие вот держатели именно для пончиков, для кулонов, и рискнула выписать. Это серебро написано, 925-я проба. Здесь маленькие, несколько, по-моему, стразика есть. Но их практически не видно, так как мне хотелось сделать это украшение именно без страз, без ничего, просто нержавеющая какая-нибудь фурнитура интересная. Но у меня не такой большой выбор такой фурнитуры, как в золоте. И я решила вот такую держатель выписать, и он подошел. Конечно, там размеры есть, написаны на картинке, где я покупала этот держатель. И я просто никогда не пользовалась, и здесь надо провести в это отверстие гвоздик и потом как-то его закрепить. Не закручивать никакую петельку, а просто вот так. И посмотрите, неплохо смотрится, но здесь такой маленький бейлик, а я хочу сделать съемный кулон, чтобы можно было снять. И для этого у меня есть вот такой вот бейл съемный, без страз, как я вам показывала. Очень они мне понравились. Я заказала еще, и желтые, и серебряные. Что мне нравится в этих бейлах, здесь петелька раскрывается, и можно надеть любой кулон. И посмотрите, как хорошо подходит, да? Ну и я думаю, что сначала я сделаю украшение из вот этих бусин. Размер бусин 10 и 2. Первое украшение я хочу сделать из этих бусин. Фурнитура, как вы поняли, мне нужна без страз. И вот такие вот я показывала крючки, я покупала отдельно. И вот, наверное, я их здесь и применю, поставлю. Ну и в середине у меня будет вот такая деталь. Это нержавеющая сталь, помните, я показывала, да? Такая интересная, не круглая, не овальная, такой неправильной формы, красивая деталька. И я думаю, будет крепиться сюда, и здесь будет у меня бублик подвешиваться съемный. Также можно бусы будет снимать и носить без подвески, без ничего. Потом думала и
как-то вот мрачно, да? Хочется чем-то разбавить все равно, добавить что-то. И у меня есть вот такие вот бусины хлопковый жемчуг. Я покупала. Это 10 миллиметров, 10 штук вот так в наборе приходит. Я думаю, может быть, добавить белого цвета, так как здесь присутствуют белые вкрапления. Мне кажется, будет неплохо сочетаться. Бусинки тяжелые, так как натуральные, не легкие, а жемчуг хлопковый, он очень легкий, невесомый практически. И если я добавлю несколько бусин, хотя вот 10, да, в упаковке, и я думаю, если все 10 добавить, ну а как я буду добавлять, я вам уже покажу. И еще у меня есть вот такие две проставочные бусинки, очень интересные. И как видите, здесь тоже практически не видно страз, да? Но они есть. Вот здесь вот с краю, прям ободок идет, мелкие-мелкие стразики. Но их практически и не видно. Вся сама деталь вот так выглядит красиво и без страз. Здесь, я думаю, неплохо будут они и тоже смотреться. У меня в планах такое украшение сделать. Даже у меня есть вот такой маленький камень. У меня два таких камня. Я думала сначала серьги сплести, но я подумаю, что с ним сделать. Он совсем маленький, а плести и все опять-таки спрячется, вся красота. Было бы такое кольцо, именно такого размера, диаметра, можно было сделать. Но у меня, к сожалению, такое кольцо есть, но только в бронзе. Ну и тоже неплохо смотрится, но жаль, что только основа у меня бронзовая. Но это другая история. Ну а из этих бусин я думала сделать какой-нибудь сатуарчик длинный, но не знаю, посмотрю, получится у меня или нет. Буду сейчас собирать и вам покажу, что у меня получится. И вот так я надела и загнула петельку. Вот кончик проволоки я загнула в отверстие. Вот видите, как у меня получилось. Я не стала обрезать, тут закручивать что-то. И он стоит прям идеально ровно и не двигается. Мне понравилась такая идея. Конечно, у меня бублики есть и побольше, но надо и побольше такую деталь. Но я не видела, если честно, подлиннее. Хотя можно поискать. Есть в этом магазине. Я оставлю ссылку. Я видела. Есть, по-моему, подлиннее. Можно найти. Так, вот это я убираю. Он мне не нужен. Выпрямляем. И где? Где? Вот он. Немного открою. И уже здесь проходит. Хорошо. Теперь надо это загнуть ровно. И вот так у меня получилось. Очень хорошо закрываются эти бейлики. Так, готов. Кулончик у меня готовый. Ну и теперь я буду на тросике делать. Тросик я возьму 0,38 серебряного цвета. И теперь я сейчас хочу перебрать бусинки. Вот такие темные. Здесь есть две синих бусинки. Вот такие. И они мне понадобятся в другом украшении. Я их себе отложу в другое украшение. Вот здесь тоже синенькая есть. Но сейчас я все это сниму, переберу, посмотрю. Вот я выбрала 4 бусинки таких синеньких, так как у меня предстоит одно украшение этническое. И там в кулоне присутствует такой цвет. Но у меня нет синих бусин лазурита. Ну, а эти бусинки мне пригодятся. Здесь, я думаю, мне хватит на ниточку, так как я буду разбавлять же еще. Я думаю, будет достаточно этого. Первую бусинку я хочу использовать жемчужную. Красивые бусины. Я такие бусины уже покупала не один раз. И сейчас подкупаю постоянно, как бывает возможность. Покупаю по 10 штук. Так что к лету это в самый раз на сережке хорошо будет, так как они не тяжелые. Здесь есть перекладинка и, конечно, здесь есть отверстие. Проводим в отверстие и потом обратно провожу. И чтобы эту перекладинку вот так вот вывести. Тросик
Все, и получается, что тросик закреплен. И вот так уже выглядит. Плотно ложится, все хорошо. И сейчас я вот думаю, надо проставлять бусинки чем-то или не надо. Сейчас я сначала наберу, посмотрю и покажу вам. Буду обжимные бусинки вот такие ставить. И, наверное, буду проставочными проставлять гематитовыми, самыми маленькими. Вот так они смотрятся между бусин. Вот здесь я поставлю сейчас кримп. Близко надо зажать, чтобы здесь не было около застежки никаких просветов. Поэтому близко зажимаем и надеваем обжимную бусину. Вот так. И зажимаю я. Очень крепкий, плотный металл. Тоже зажимается так с трудом. Теперь это надо аккуратненько все зажать, чтобы не было никакой щели. Знаете, что это для меня больная тема. Вот так получается. Вот так я собрала уже бусины. Вот в таком порядке. Здесь я поставила такую проставочную бусину из нержавеющей стали. И на нее можно будет надеть подвеску. Перевернуть украшение и надеть подвеску. Ну и теперь мне надо здесь поставить крючок. Ну и также я поставила кримп в этом месте, как и здесь у меня будет обжимная бусинка. И теперь проводим обратно. И вот так, чтобы вышел тросик за перекладинку. И теперь провожу в бусинке, в кримп, подтянули все. Здесь я оставила расстояние для обжимной бусинки и зажимаю кримп поближе к этой бусине, чтобы здесь не отходила застежка от жемчужиной бусинки. И теперь закрываю обжимную бусину. И вот так получилось окончание. Аккуратненько. И бусины прилегают хорошо к застежке. Все, украшение это готово. Здесь у меня будет вот такое соединение. И подвешиваться кулон. Ну и теперь я еще хочу придумать сатуар. Осталось у меня еще 5 бусин. Вот таких вот. Можно, я думаю, сережки сделать. Ну и теперь я займусь этими бусинками. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Из маленьких бусин я сделала вот такую цепочку сантиметров 80. Здесь я поставила бусинки белого цвета. Мне кажется, очень хорошо они сочетаются с голубыми. Очень даже замечательно освежает. Такие бусинки темно-синие с белыми разводами. Они хорошо сочетаются. И вот эти гематитовые такие бусинки толстые. Они тоже здесь неплохо смотрятся. Я их еще нигде не ставила. У меня целая нить. И я попробовала. Здесь тоже они неплохо с цепочкой сочетаются, с карабинчиком. Это звенья от цепочки нержавеющей стали. Так что фурнитура вся здесь качественная и ничего не пожелтеет, не потемнеет, не поржавеет, тем более. Здесь у меня по 3 бусинки и вот такие несколько, 4, по-моему, варианта с белыми бусинками. И украшение 80 сантиметров, которое можно потом и сделать двухрядным. Здесь я поставила вот такой карабинчик, буква S английская. Очень понравились они мне. И я такой один покупала, надо еще заказать. С этой стороны у меня просто карабинчик, хотя можно было тоже поставить с этой стороны карабинчик, такой же. Но я решила использовать эту. Почему с двух сторон карабинчики? Смотрите, как можно еще сделать. Например, вы не хотите длинное украшение носить, берете и вот здесь вот соединяете. Я на себе делала. Это все очень хорошо, удобно получается. Ну, а второй ряд вы можете уже прикрепить, какую вы длину, например, хотите. Короче, длиннее. И можно вот так вот здесь прикрепить или здесь, в любое звено. И уже длина будет разная, какая вам нравится. Какую вы выберете. Можно симметрию придумать, асимметрию. Здесь покороче, здесь подлиннее, как-то вот так вот. Можно играть с этим украшением.
легко. Ну и, конечно, можно здесь тоже где-нибудь придумать. Например, если сделаете в 2 ряда и будет посередине у вас звено от цепочки, можно вот так прикрепить даже и кулончик. Очень интересно, на мой взгляд, такой вариант цепочки использовать. Ну, а это украшение вы уже видели. Мне тоже оно очень понравилось. Здесь жемчуг. Тоже освежает этот камень. Неплохо тоже подошел, на мой взгляд, опять-таки. Здесь мы использовать можем вот этот коннектор. Интересный, да? Необычный. И также с кулончиком. Если не хотите, это все убирается, переворачивается и крепим кулон сюда. Эта бусинка хорошо проходит в белик и становится, смотрите. Очень понравилось мне вот это крепление для кулона, пончика. И все так подошло, аккуратненько. Вот такой получился кулончик. Интересный, да? Кто пользовался такими держателями? Напишите побольше, если кулон, например, 5 сантиметров. Есть именно для 5 сантиметров держатели. Кто покупал? Напишите, пожалуйста. Ну, вот эти украшения будут на продаже у меня в магазине на ярмарке мастеров. Если вас заинтересовало, заходите, смотрите. Если вам понравилось мое видео, мои украшения, пишите комментарии. Всегда люблю читать ваши комментарии, приятно мне. Ставьте лайки, мне всегда приятно. Не забывайте на Дзен переходить, подписываться. Ну а я с вами не прощаюсь. Много интересного у меня впереди. До скорых встреч!